Здравствуйте, дорогие зрители, добро пожаловать на мой канал. Сегодня готовим черносмородиновый Наполеон с карамелизированными слоеными коржами из рубленого слоеного теста, с ярким смородиновым кремом и насыщенным черносмородиновым конфи с целыми ягодами, которые делают вкус еще ярче. Пошагово разберем каждый этап от теста до финальной сборки. Начнем с приготовления рубленого слоеного теста для коржей. Все ингредиенты должны быть хорошо охлаждены. Масло должно быть холодным, но не замороженным. Вместо масла можно использовать качественный маргарин. В диже миксера соединяем пшеничную муку и холодное сливочное масло, предварительно порезанное на небольшие кусочки. Измельчаем в крошку при помощи миксера и насадки лопатка. Для этого также можно использовать обычный ручной миксер с насадками для теста, или же воспользоваться комбайном с ножами. Перетереть масло с мукой в крошку можно и просто руками, но чем хорош миксер, так это тем, что тесто не нагревается от тепла рук и масло не тает. Также можно натереть масло в муку при помощи терки, но тогда масло должно быть замороженным. И вот такая крошка получается в результате. Она может быть не совсем однородной и не обязательно добиваться полной однородности крошки. Далее ледяную воду соединяем с солью и 9% уксусом. Перемешиваем и выливаем в получившуюся крошку. Перемешиваем миксером буквально 10-15 секунд, пока вся крошка намокнет и начнет комковаться. Выключаем миксер и быстро объединяем тесто руками, не давая маслу нагреваться от тепла рук. Вымешивать такое тесто и добиваться полной гладкости и однородности не нужно, иначе коржи не получатся такими рассыпчатыми и слоистыми. Формируем из теста прямоугольник и делим его на 6 одинаковых частей. Для точности можно воспользоваться весами. Каждый кусочек округляем, слегка приминаем и в таком виде складываем на тарелку. Накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник минимум на 1 час. Можно приготовить заранее и оставить в холодильнике на ночь. Тесто охладилось, начинаем раскатывать и печь коржи. Достаем из холодильника по одному кусочку теста и раскатываем с помощью скалки в тонкий пласт. По необходимости посыпаем мукой тесто и рабочую поверхность, но чем меньше муки, тем лучше. В это время духовка уже разогревается до 220 градусов. Раскатывать заготовки удобно прямо на тефлоновом коврике и на нем же выпекать. Можно также воспользоваться отрезами пергаментной бумаги или силиконовыми ковриками. Обрезаем пласт, чтобы получить ровный круг. Я это делаю кольцом от разъемной формы диаметром 24 см. Тесто обязательно густо накалываем вилкой, чтобы в процессе выпечки оно не сильно вздувалось. Посыпаем нашу заготовку сахаром и равномерно его распределяем по всему коржу. Перекладываем коврик вместе с раскатанным тестом на противень, обрезки оставляем на этом же коврике и выпекаем вместе с коржом. Отправляем в предварительно разогретую до 220 градусов духовку, у меня режим вверх-вниз без конвекции. Выпекаем коржи от 7 до 10 минут до золотистого цвета. Главное, чтобы корж полностью пропекся, был слоистым, хрустящим и рассыпчатым. Нужно учитывать, что в процессе выпечки слоеные коржи сжимаются на 2-3 см. Коржи в результате получились диаметром 21 см. Достаем готовый корж из духовки и перекладываем на любую ровную поверхность. Обрезки собираем в отдельную емкость и будем использовать их для обсыпки торта. Аналогично раскатываю и выпекаю оставшиеся 5 коржей. Вот такие они получаются слоистые. Их можно испечь заранее, полностью остудить, после чего обмотать пищевой пленкой или сложить в контейнер с плотно закрывающейся крышкой и хранить в сухом месте в течение 1 недели при комнатной температуре. В результате получилось 6 коржей диаметром 21 см. Готовим черносмородиновый заварной крем. Количество сахара в данном рецепте можно регулировать по своему вкусу в зависимости от кислинки смородины. Пюре черной смородины можно купить готовое или приготовить самостоятельно. На 1 кг замороженной или свежей черной смородины я добавляю 20% воды и 15% сахара. Довожу до кипения и пробиваю погружным блендером. Протираю через сито и замораживаю пюре небольшими порциями. Приступим к приготовлению крема. Первым делом замачиваем желатин, перемешиваем и оставляем для набухания. В кастрюле с толстым дном, в которой будем варить крем, соединяем сахар с кукурузным крахмалом и перемешиваем. Добавляем немного молока из отмеренной нормы и хорошо перемешиваем до однородности. Затем добавляем остальное молоко
Еще раз перемешиваем и ставим на плиту. Увариваем заварную основу на среднем нагреве, постоянно помешивая. Сначала крем будет очень жидким, но по мере нагревания начинает работать крахмал и крем густеет. Когда масса начала резко густеть, выключаем нагрев и тщательно перемешиваем крем до однородности и гладкости. Заварная основа еще не готова, просто сработал крахмал. Теперь снова включаем нагрев и довариваем крем, постоянно непрерывно помешивая венчиком еще 1-2 минуты после закипания. Снимаем кастрюлю с плиты и перекладываем заварную основу в другую емкость для быстрого остывания. Добавляем холодное сливочное масло, предварительно нарезанное на небольшие кусочки, ванильный экстракт и теперь пробиваем блендером до объединения. За счет масла температура заварной основы снижается, и теперь спокойно можно вводить пюре черной смородины, не переживая, что горячее молоко створожится от кислоты. Пробиваем блендером до однородности. И теперь добавляем распущенный в микроволновке или на водяной бане желатин. Еще раз пробиваем блендером, и крем готов. Накрываем его пищевой пленкой в контакт, даем остыть до комнатной температуры, а затем убираем в холодильник для охлаждения на 2-3 часа. Готовим черносмородиновое конфи. Здесь точно так же пюре черной смородины можно купить готовое или сделать самостоятельно. Черную смородину можно использовать как свежую, так и замороженную. Смородиновое пюре переливаем в ковшик, добавляем ванильный экстракт и ставим на плиту. Помешивая, нагреваем до температуры приблизительно 40 градусов. Соединяем сахар с пектином и наш, хорошо перемешиваем. И теперь эту смесь добавляем дождиком в слегка теплое пюре, непрерывно перемешивая венчиком. Количество сахара в данном рецепте можно регулировать по своему вкусу, в зависимости от кислинки смородины. Если вдруг образовались комочки, которые не расходятся, можно пробить блендером. Увариваем пюре с пектином и сахаром приблизительно 2 минуты после закипания. И осталось добавить ягоды смородины, у меня замороженные. Аккуратно перемешиваем, чтобы не повредить ягоды, и доводим до кипения. Даем прокипеть несколько секунд и снимаем с плиты. Сразу перекладываем черносмородиновую начинку в отдельную емкость. И даем остыть до комнатной температуры, накрыв пищевой пленкой в контакт. Когда черносмородиновый заварной крем охладился, продолжаем приготовление. Объединять заварную часть со взбитыми сливками нужно непосредственно перед сборкой торта. Заранее этого делать не нужно. Сливки жирностью 33-35% взбиваем до мягкого пика. Они должны быть предварительно хорошо охлаждены, не менее 6 часов в холодильнике. В описании я оставила полезные ссылки на то, как правильно взбивать сливки и как их сделать из молока и масла у себя дома. Теперь охлажденный в холодильнике заварной крем перемешиваем на минимальных оборотах миксера около 1 минуты, чтобы он немного смягчился. И теперь в 2 приема добавляем сюда взбитые сливки. На этапе смешивания важно, чтобы заварной крем и взбитые сливки были примерно одинаковой температуры. Если вам кажется, что в готовом креме недостаточно сладости, добавьте сахарную пудру или сгущенку по вкусу. И вот такой невероятно вкусный крем получается в результате. Этот крем можно заморозить, и получится потрясающе вкусное черносмородиновое мороженое. Теперь его нужно разделить на 4 части. 3 части пойдут в прослойку, а 4-я на покрытие боков и верха торта. Часть для покрытия может быть меньше остальных, достаточно оставить 150-200 граммов. Вот так выглядит остывшее и стабилизировавшееся конфи из черной смородины. Делим его на 2 равные части, и теперь у нас все готово для сборки торта. На подложку или блюдо кладем 1-й корж и устанавливаем кольцо с ацетатной пленкой. Затягиваем кольцо по диаметру коржа и распределяем 4-ю часть крема. Кладем следующий корж и распределяем половину конфи. Укладываем следующий корж и следующую четверть крема. Далее корж и еще 1 слой черносмородинового конфи.
снова корж, крем и накрываем последним 6-м коржом. Покрываем небольшим количеством крема. Накрываем пищевой пленкой в контакт, сверху укладываем подложку диаметром 18-20 см, а сверху поставим небольшой груз. Убираем тортик в холодильник для пропитки и стабилизации. Оставшийся крем накрываем пищевой пленкой и тоже убираем в холодильник вместе с тортом. Когда торт отстоялся, стабилизировался, освобождаем его из формы. Достаем оставленный крем и покрываем тортик сверху и по бокам. Любым удобным способом измельчаем обрезки коржей в крошку и обсыпаем торт. Если вам кажется, что получившейся крошки может не хватить для обсыпки, смешайте ее с крошкой от печенья или бисквитной крошкой, а можно посыпать только бока тортика. Украшаем торт свежими ягодами, идеально, если это будет черная смородина. И наш черносмородиновый Наполеон полностью готов. Мягкий, пропитанный, с выразительным вкусом и большим количеством крема. Подойдет для семейного торжества, праздника или просто для удовольствия. Крем хорошо держит форму, слои получаются четкими. Спасибо, что готовите со мной. Ставьте лайк, если рецепт вдохновил, делитесь впечатлениями в комментариях и, конечно, подписывайтесь. Впереди еще много десертов, простых в приготовлении и впечатляющих на вкус. До встречи в следующих видео и до новых вкусных открытий!